Вратарь сборной России по хоккею Федотов хотел уехать играть в Национальную хоккейную лигу. Но вместо этого поехал служить в российскую армию. Его история намного показательнее на самом деле, чем кажется. Потому что это локальная иллюстрация глобального процесса. Нет никаких сомнений, что за первой волной принципиальной и эмоциональной эмиграции из России, которая случилась в один момент, в первый месяц войны, когда трехчасовой перелет в Нур-Султан стоил как билет в Австралию бизнес-классом, когда люди бросали все и уезжали с одним чемоданом, куда глаза глядят, после этой волны эмоциональной эмиграции обязательно пойдет вторая, не такая заметная, но гораздо более масштабная. Это эмиграция рациональная. Она совсем не в такой степени будет зависеть от политической позиции или от страха репрессий. Львиную долю в ней займут люди и вовсе без позиции, не ожидающие по отношению к себе никаких репрессий. Эти люди будут говорить себе: «Я спортсмен. Я всю жизнь и половину здоровья отдал для того, чтобы сделать мировую спортивную карьеру. Чтобы соревноваться с лучшими, чтобы Nike и Adidas платили мне за фотографию в их кроссовках. Но мировой спорт под российским флагом закончился. В обозримом будущем для России не будет олимпиад, чемпионатов мира. Российские клубы не вернутся в серьезные лиги. И перед каждым спортсменом встает выбор: либо менять спортивную юрисдикцию, либо играть товарищеские матчи со сборной Пхеньянского трубопрокатного завода и оставить свои мечты о звездном будущем и каких-то существенных доходах. Или я программист. Я хочу делать карьеру в одной из лучших мировых компаний. Хочу, чтобы работодатели гнались за мной с зарплатами и опционами. Слово Яндекс, которым раньше можно было гордиться, теперь нужно вымарывать из резюме, как имя любого российского IT-гиганта. И чем дольше я здесь работаю, тем больше проблем с трудоустройством у меня будет в будущем. Или я пилот. Я хочу управлять самолетом, а не сторожить парковку. Я инженер. Я хочу проектировать чипы за большую зарплату, а не выковыривать их из старых кредиток. Я дизайнер. Хочу работать для лучших мировых брендов, а не рисовать этикетку фэнси колы. Я финансист. Закончил высшую школу экономики и хочу работать в большой четверке, а не бухгалтером автосервиса. Самые квалифицированные, самые образованные, обладатели универсальных для всего мира профессий безотносительно своих взглядов столкнутся с тем, что их отрасль исчезла или деградировала. Карьера стала невозможна, а достижения бессмысленны. Что в лучшем случае они не продолжат путь вверх, а в худшем вообще лишатся всего. И поиск иностранного работодателя и отъезд – единственный их выбор. Это, как и прочие последствия войны для России, были очевидны совершенно каждому, кто знаком со здравым смыслом. Но не будет в стране, куда никто не инвестирует и к деньгам, которые нельзя прикасаться, места для инвестбанкиров или для аналитиков фондового рынка. Хоть ты тресни, но не будет. Невозможно строить научную карьеру без иностранных грантов и публикаций в ведущих журналах, все из которых в Европе и Соединенных Штатах. Первая этически эмоциональная волна эмиграции для режима скорее на пользу. Ведь пусть лучше те несколько сотен тысяч, что нас не любят, уедут за свой счет. Всех не пересажаешь. Вторая же волна куда серьезнее. Экономика не создается месторождениями, станками, серверами, площадями ангаров и доменными печами. Экономику создают люди, и если российскому инженеру, дизайнеру или программисту готовы платить в Европе или Соединенных Штатах хорошие деньги, то он этих денег стоит. Он забирает с собой из страны навыки и опыт, без которых станки, компьютеры и нефтевышки превращаются в дорогостоящий хлам. ФСБ, МВД, ФСО, СК, Росгвардия – это, конечно, опора режима. Но сами они на свое существование налоги не заплатят. Они не напишут серверное приложение, чтобы зарплата в срок была на карте. Они могут лишь хватать протестующих, а вот администрировать систему распознавания лиц, чтобы их отлавливать, не могут. Даже если забыть все эти нелепые фантазии про импортозамещение, нужно помнить, что российская промышленность, как и российская экономика в целом, и российское государство даже, это не Венесуэла и не КНДР. Это довольно высокотехнологичные сущности, которым нужно очень много квалифицированных людей, чтобы просто поддерживать существование. И тот же Федотов с точки зрения экономики не спортсмен, а высокооплачиваемый специалист. Мы видим, как российское государство пытается решать проблему неизбежной и массовой утечки кадров. Оно пытается ее решить точно так же, как решало другое непривлекательное государство – СССР.
Регулирование выезда из СССР было устроено довольно нехитрым образом. Во-первых, существовала заметная доля граждан, выезд за границу которым был закрыт совершенно абсолютно и полностью. Это любые люди, хоть как-то связанные с оборонкой и спецслужбами, и члены их семей. В советских реалиях, где почти вся промышленность и почти вся наука так или иначе упираются в оборонку, разведку и контрразведку, это десятки миллионов человек, рядом с которыми пробегало нечто похожее на гостайну, включая рядовых жителей закрытых городов. Это также любые люди, которых можно признать неблагонадежными по массе признаков, от родственников в капиталистической стране до неверной этнической принадлежности. Во-вторых, даже если вы каким-то чудом не попали в одну из категорий тех, кому вообще нельзя, то, скорее всего, вам все равно нельзя. Выехать даже в дружественную социалистическую страну можно только по официальной туристической путевке в составе туристической группы под присмотром сотрудников КГБ. И это если вам повезет преодолеть многомесячную процедуру получения выездной визы. Так вот, если вам повезло не быть в группе тех, кому просто никак нельзя выехать из СССР, и вы хотите попробовать поехать в турпоездку даже в дружественную страну, вам понадобится выездная виза. Нужно будет составить на себя подробную характеристику, получить на нее треугольник подписей от директора вашей организации, председателя парткома и секретаря правкома, утвердить характеристику в партийном бюро, а следом, и самое главное, пройти собеседование в комиссии райкома партии. Любой из этих этапов мог длиться бесконечно долго. На любом из них вас могли списать. Шанс прохождения собеседования в райкоме и вовсе был призрачным, потому что там сидели ответственные работники, которые наизусть знали марксизм-ленинизм и могли сходу вспомнить фамилию любого секретаря коммунистической партии любой африканской страны. А вы не могли, и на этом ваше собеседование заканчивалось. В случае же выезда в капиталистическую страну, в страну недружественную, где турист чего доброго останется с концами и его не выдадут, проблемы умножаются на 10, а шанс успеха делится сразу на 100. Какие выводы следуют из приведенной диспозиции? Первый. Пересечение границы СССР – это очень сложно, очень долго, со множеством формальных ограничений и неформальных понятий, где вас обязательно срежут при малейшей двусмысленности. Второе. За рубеж выезжает очень мало людей, настолько мало, что каждым можно заниматься персонально, каждого потрясти до 8-го колена. Третье. Длительность и сложность процедуры такова, что речи не может идти ни о каком спонтанном выезде. К тому времени, как вы доберетесь до середины процедуры, совершенно все компетентные органы будут знать о вас и ваших намерениях. Естественно, что за теми, кто границу пересекал регулярно, а самое главное, был для страны чем-то ценен, приносил для нее валюту, например, как артисты Большого театра, или работал на ее имидж, как спортсмены, за ними контроль был гораздо жестче, чем за рядовым гражданином. И речи быть не могло о том, чтобы эти люди разъезжали по туристическим путевкам. Они ездили строго по делу, фактически под конвоем чекистов, а главное, каждый из них знал, на далекой родине остались семья, коллеги, друзья, знакомые, в общем, установленный круг общения. Да, в сравнительно вегетарианские постсталинские времена посадить их не посадят. Но в анкету встанет такая черная метка невозвращенца, что о приличном образовании, карьере, каких-то перспективах можно будет забыть навсегда. Равно как отложить любое пересечение советской границы до самого распада СССР. СССР – это тоталитарное государство. Выезд из него не право, а большая привилегия, получают которую немногие, а каждый, кто получает, попадает под плотный колпак и многим рискует. Если СССР кому-то давал понять, что с поездками за рубеж теперь покончено, то и впрямь было покончено. Но что говорит российское государство, выехать из которого может каждый, кому это прямо не запрещено, когда забревает в солдата хоккеиста, который выбрал делать большую западную карьеру, а не играть с дружественной сборной Эритреи? Оно говорит: во-первых, бегите. Во-вторых, не вздумайте ставить нас в известность о своих планах. Открывайте то самое приложение, которое рекламирует каждый YouTube-блогер, покупайте ближайший билет хоть в Стамбул, хоть в Ереван, и уже там решайте вопрос со своим агентом, работодателем, со своей будущей судьбой. Если Советский Союз говорил: будешь себя плохо вести, никуда не выпустим, а сбежишь, плохо будет семье, то российское руководство говорит: держись от нас подальше, мы непредсказуемые ребята, которым в голову прийти может любая глупость в любой момент. Ситуация с Федотовым – это частный случай, но частный случай глобального явления. Российская Федерация загнала себя в положение Советского Союза и пытается действовать методами Советского Союза, но не является им.
А те, кто принимает решения, не отдают себе отчет, что тоталитарные методы не работают в отрыве от тоталитарной системы, от ее институтов. Давайте объясню на более простом и понятном примере, чем контроль выезда. Сейчас российские власти бросились запрещать музыкантов. А еще до войны практиковались система невыдачи прокатных удостоверений иностранным фильмам, в которых увидели крамолу и ересь. Тут и там запрещают все на свете, от рэпа до стендапа. Что случалось при зрелой советской власти с фильмом, который запретили? Если это зарубежный фильм, то его просто не закупали, а если советский, то он ложился на полку. В любом случае, советский зритель просто не узнавал, что такой фильм существовал в природе. Ну, может быть, начиная с уровня секретаря горкома, на персональных дачах стояли проекторы, может быть, и был какой-то оборот запрещенки в кругах высшей номенклатуры. Но для всех остальных запрет на 100% означал запрет. Потому что существовала глухая монополия на любое массовое распространение чего угодно. А что сегодня означает запрет фильма, песни, исполнителя и любая цензура в культурной сфере? Это означает, что все желающие вместо Кинопоиска или Яндекс.Музыки пойдут на рутрекер и услышат или посмотрят то же самое, только в первой же пиратской выдаче в Гугле. Если Советский Союз говорил нельзя, и это действительно было нельзя, либо можно, но с покупкой пластинки у форцовщика за половину зарплаты, то теперь государство своим нельзя говорит. Неплохой, кстати, фильм. Скачайте, посмотрите. Да, Советский Союз мог заставлять инженеров, архитекторов, конструкторов и ученых работать в мрачных как смерть НИИ, проектировать и обсчитывать для себя мосты, двигатели, жилые микрорайоны и ракетные комплексы за зарплату меньше, чем у слесаря. 10 лет ютиться в общежитии с семьей, пока идет очередь на однокомнатную хрущевку с потолками 2,3 метра. Полжизни проводить в поисках базовой еды, а отпуск в выращивании овощей на своих 6 сотках, чтобы просто пережить зиму. Советский Союз мог держать массу образованных и квалифицированных людей в гнетущей нищете, в постоянном бытовом унижении, даром эксплуатируя их труд. Но эти люди не помышляли об эмиграции. Любой выезд из советского счастья для них был затруднителен до полной невозможности, а раз в жизни побывать даже в Венгрии – это сродни полету на Луну. Они просто даже не представляли, что может быть как-то иначе, что есть какая-то другая жизнь. Они родились и выросли в системе, где ты 5 лет в институте учишь трехэтажные формулы и сдаешь сопромат, чтобы, дай бог, к 40 годам дорасти до старшего научного сотрудника и получать не 120 рублей в месяц, а 180. Они с детства стояли по 2 часа за кефиром, с детства палка сервелата для них лучший подарок, а маме на новые сапоги к зиме копят целый год. Им не с чем было сравнить. Запад для них это как для нас Вестерос. Мы про него читаем и смотрим, но мы не можем же думать, что он и впрямь существует, и туда можно переехать. Зрелый СССР 60-80-х годов мог действовать такими методами, поддерживать свою изоляцию, держать граждан на привязи, не только потому, что вокруг страны стоял реальный железный занавес, через который было не пробиться, но потому, что к этому времени выросло уже несколько поколений в изоляции, несколько поколений, которые не могли свою жизнь ни с чем сравнить и делать выбор. Для них рассказ о магазине, где мясо лежит свободно, это как для нас описание полета на драконе. В той же мере это касается и спортсменов. Да, конечно, спортсмены, представляющие СССР за рубежом, жили не как простые инженеры. Они жили в номенклатурных домах, отоваривались в спецраспределителях, без очереди покупали или получали в подарок кто-то «Жигули», а кто-то и «Волгу». Они были звездами, жизнь их была фантастической в сравнении с обычным гражданином. Однако мы понимаем, что на фоне своих западных конкурентов уровень их жизни был убогим и жалким. Но точно так же не с чем было сравнивать. Единственный их шанс – сбежать на очередных соревнованиях от бдительного взора КГБ в абсолютную неизвестность, бросив в Союзе свою семью и всех, кто был им дорог. В этом смысле современной российской власти очень сильно не повезло с эпохой и обществом. 30 лет открытых границ и свободного обращения информации не прошли бесследно. Ровно те люди, отъезд которых в большей степени болезненен, самые образованные и квалифицированные – это люди, наиболее интегрированные в мировой информационный обмен. Им проще всего уехать. Они хорошо помнят, на что похожа нормальная жизнь. Хорошо знают, как должна выглядеть хорошая карьера, чем должен быть обставлен дом, сколько реально стоит их труд и какой уровень жизни они хотят себе позволить.
А тотальную изоляцию, многоуровневую систему выездных виз с кондачка не построишь. На это уйдут долгие годы, за которые все, кто имел возможность уехать, уже уедут. Мы с вами в прямом эфире наблюдаем за странным очень процессом. Это довольно интересно. Интересно смотреть, как коррумпированная информационная автократия, которая вся построена на пофигизме и неучастии граждан, пытается вести себя как тоталитарная машина. Пытается в свои авантюры граждан завлечь, ввести для них военное время и мобилизацию. И как у нее ничего не получается. Прежде чем завершим, маленькое объявление. Я сейчас в Варшаве, и с собой я взял одну копию своей книги «История новой России». В таких поездках мы делаем такой мини-аукцион. Вы можете сделать донейт нашему каналу любым способом. И за любое пожертвование от 150 евро мы отправим вам книгу. Просто книгу. А самый крупный жертвователь получит книгу с моей подписью, и мы еще встретимся и поболтаем в Варшаве во вторник. Если хотите поучаствовать в этой истории, сделайте донейт, мы посмотрим, кто самый крупный, и с вами свяжемся. Вот так. До завтра.